Подписывайтесь на наши соцсети, ссылка в описании. Вот уж не думал, что до такого дойдут ролики. Всем привет, с вами я, Дестер, и сегодня у нас вторая часть бэкстейджа, как создавался дубляж третьей серии Заурия. Этот ролик будет поделен на тайм-коды. Если кому-то хочется посмотреть что-нибудь самое важное, он будет поделен на несколько частей. Первая часть этого ролика начинается с вырезания оригинальных голосов. Если кто не смотрел мой пилотный выпуск, как мы создавали дубляж Ed's World Mad идет на почту, то вы знаете, что это самая важная часть в создании дубляжа. Но этот выпуск я вообще никак не озвучивал, не комментировал, как все это создавалось без объяснения. Но вот, вышла вторая часть, и я думаю, надо бы вам объяснить, как все это происходит. До того, как мы создаем дубляж, мы сначала переводим эту серию. По прошлому выпуску вы смотрели, что я делал все в тютельку, пытался попадать в синхрон. И во время вырезания этих оригинальных голосов я старался разговаривать на их же языке, то бишь старался попадать в синхрон, и потом объяснять это актеру озвучания, как нужно это подать, как нужно это озвучить, с какой эмоцией подать. Ну вы знаете, система Станиславского и Чехова. Неопытный сразу же задастся вопросом, для чего это делается, когда у нас есть хорошие нейросети, которые вырезают оригинальные голоса с музыки или инструментала. Не спорю, они делаются хорошо, но на твердую троечку с плюсом, потому что все равно есть кое-какие некачественные моменты и маленький скрежет во время записи или прослушивания инструментала. Иногда я это подрезаю с помощью плагина Reagate, но оно все равно не помогает. Приходится идти на компромисс, и во время создания саунд-дизайна, когда мы создаем атмосферу звука, стараюсь я это все перекрывать, чтобы оно не казалось на слух. Вы понимаете, насколько это муторно. Сидишь тут по целый час, вырезаешь какие-то важные моменты, оригинальные голоса, чтобы они не казались на слух. Потом это прикрываем с помощью инструментала, который мы засунули в нейронку, но оно все равно искажает некоторые моменты и звуки, то бишь вот эти. Короче, это скрежет, который, мешает. Или я дурак, или лыжи не едут. Но, возможно, какую-то я нейронку не ту использую, которая называется Ultimate Vocal Remover. Ну и да, не спорю. Ultimate Vocal Remover сама по себе программа неплохая. Я уже на ней, можно сказать, 2 года сижу. Но эта программа все равно имеет кое-какие заскоки, и приходится во время создания саунд-дизайна перекрывать. Более профессиональные звукорежиссеры мне возразят: ну так воспользуйся программой MKV Tool Nix. То бишь, засунь этот ролик MP4 формата, переформатируй его в MKV формат, и все, пожалуйста, звук 5.1 у тебя в кармане. Если бы все было так просто. Если кто не помнит, Дэм Валиев когда-то записал у себя ролик на канале на тему, как записывать дубляж. Если кто помнит, он когда-то показывал, какие нужно программы использовать для того, чтобы записывать дубляж. Он брал какой-то фрагмент из фильма, переформатировал его в формат МКВ, и все, пожалуйста, он убирал оригинальные голоса из русского и английского дубляжа, и все, можно спокойно записывать свое актерское демо. Но, к сожалению, с веб-проектом Заурия от Dead Sound у меня это не помогло. Пришлось использовать аналог. Но вот эти ваши альтернативы, наподобие как YouTube, заменили этими ВК-видео и Рутюб. Но только в моем случае я искал альтернативу на MKV Tool Nix, то бишь вот эта вот программа Ultimate Vocal Remover, ну и основное это программа Reaper, которой я уже сижу год практически, скоро уже будет 2-й. И сколько же у меня заняло это времени на создание вот этого дубляжа без оригинальных голосов, просто вырезаешь оригинальные вот эти голоса. По времени это заняло у меня обычно, если ты хочешь сделать хороший, качественный дубляж без вот этих оригинальных голосов, то это можно спокойно сделать за 3-4 часа. Но только при условии, что если у вас есть желание заниматься этим, ну и само собой иметь хорошие студийные наушники с очень острым слухом. Но теперь мы заканчиваем эту первую часть и переходим к следующей части ролика. Вторая часть ролика начинается со сведения инструментала к оригинальной дорожке. Как я и говорил ранее,
перед тем, как создавать дубляж, мы сначала вставляем это видео в Ultimate Vocal Remover с помощью вот таких вот настроек. Если есть человек, который поможет мне разобраться, что я не так выставил в настройках, напишите мне об этом в комментариях. Я учту эти моменты и переделаю их, чтобы дубляж был намного лучше. С одной стороны, вы можете сказать, ну тут, судя по всему, по видеоролику не так уж и сложно. Просто сводишь инструментал к оригинальной дорожке и, пожалуйста, дубляж полностью готов. Без каких-либо звуков и все, музыка прям готовая, без каких-либо искажений. Ну да, пошел я нахер. Само собой, имеются сложности, когда ты сводишь инструментал к оригинальной дорожке. Это как с музыкой. Сводишь все под тайминг, озвучку и вокал этот, и инструментал, чтобы оно попадало под ритм. И тут то же самое, только с дубляжом. Ну как бы это объяснить нормально, я даже не знаю. Ну вы видите, я просто любитель, мне нравится этим заниматься. Хоть я и говорю о каких-то там профессиональных вещах, но это не означает, что я в этом прям профи. Если я кого-то реально заскучал своей дошнотой, то советую вам посмотреть это под красивую музыку, как все это делается. Далее, после того, как закончит вот это вот сведение дубляжа по тайм-коду, вы можете увидеть, как создается саунд-дизайн. Ну а теперь у нас процесс саунд-дизайна.
Как вы заметили по ролику, я выставляю несколько дорожек по типу звук оригинала плюс атмосфера, саунд-дизайн, и поделил его на 1, 2, 3, 4, чтобы не путались они. Ну и, конечно же, сделал дорожку цветной, чтобы не путаться. Ну и цвет трека я добавляю под такие предлоги, в которых я хочу добавить тот или иной звук. Вот, например, добавил я дорожку трека под зеленый цвет. Это значит, что я хочу добавить какую-нибудь атмосферу леса, атмосферу природы. Синий цвет означает атмосферу зимы, так как есть сцена, в которой наши главные герои идут по заснеженным долинам. Ну и так как эта серия посвящена некроманским делам, то я добавил цвет трека под розовый, фиолетовый, пурпурный, фиолетовый, ну что-то такое вот, прям, чтобы казалось, что это зловещее что-то. Ну и саунд-дизайн — это такая штука, это не просто что-то там взять с какого-нибудь сайта, звук тот или иной, надо постоянно всматриваться в сцену. Думать, какой бы звук там подошел, или какой там атмосферный звук подошел. Да, есть моменты, когда ты хочешь записать звук, но не можешь себе это позволить. И приходится идти на компромисс. Взять с какого-нибудь сайта звук, вбил там какой-нибудь звук. Звук, когда ты втыкаешь ножом динозавра. Вставляешь его в синхрон, чтобы оно звучало прям по тайм-коду, по синхрону. И, пожалуйста, записалось. Круто, все, класс. Самое муторное — это скорее с шагами, звуки шагов. То бишь, когда динозавр ходит, или когда главный герой ходит по такой-то атмосфере, в атмосфере болота, в атмосфере пустыни или в атмосфере зимы. Тут надо постоянно всматриваться в ролик, смотреть, какой там шаг нужен, чтобы подошло оно в синхрон, и чтобы оно не звучало так, как будто, вот, например, идет стегозавр, а там, блин, какого-то фига звуки шагов человека. Я ж не буду его так просто добавлять. Звуки монстров, этих некромантов, когда они схватили наших главных героев Блюэсон, я тут записывал все вручную. Вот эти вот их шипения, вот эти рычания. Я бы с удовольствием показал, как это делается, но я боюсь, что меня могут не понять и засмеять. Поэтому я это покажу у себя на бусти, как я это делаю. Думаю, вам будет это интересно. Тем более, я обновил свой бусти. Если вы хотите посмотреть тот или иной формат, как я записываю, например, или саунд-дизайню, заходите на бусти. Там все будет. Некоторые звуки я просто импровизирую, а некоторые звуки записываю с сайтов. С атмосферой звука у меня, собственно, проблем нет. Я обычно беру свой видеорекордер, выхожу на улицу, бегу в какой-нибудь дальний лесок, например, у парка культуры, где народ обычно по будням редко когда ходит, и вставляю, и где-то 15-20 минут я сижу, записываю и вслушиваюсь. С атмосферой болота у меня проблем нету, так как у меня, можно сказать, район полностью болотистый, речек особо таких больших нету, они маленькие. Я просто вставляю так видеорекордер у воды, вот эти вот звуки лягушек, звуки сверчков, записываю и все. Обычно запись этого атмосферы звука меня занимает 15-20 минут. Но иногда бывает чуть дольше или меньше. В зависимости от того, какая сложность у этого саунд-дизайна, у этого данного ролика. И вы сейчас скажете: Даня, ты после таких вот роликов, ты вообще хоть отдыхаешь? Не отстаешь хоть? Во-первых, я никогда не отстаю, потому что мне нравится заниматься саунд-дизайном. А во-вторых, какой усталый, какой отдыхать, когда у меня такой вот процесс. Во-первых, он для меня кажется интересным, ну и мне этим нравится заниматься. После того, как мы расставили всю вот эту вот атмосферу звука, свели все под оригинал, дальше у нас идет пересмотр. То бишь, если бывают хоть какие-то заскоки, то бишь отставание звука от оригинала, или какой-нибудь атмосферный звук сцены попал не в ту атмосферу сцены, мы стараемся это искать все, сводить все по таймингу, в синхрон, чтобы попало. А иначе что же это за дубляж, когда атмосфера звука попала не по таймингу, или когда звук оригинала отстает от дорожки. После того, как мы закончили вот эти вот правки, мы делаем финальный осмотр, то бишь, чтобы проверить все, точно ли вошло в тайминг или нет. Если все нормально, то можно спокойно заниматься саунд-дизайном. И мы сейчас этим займемся.
Как я и говорил ранее, с саунд-дизайном у меня проблем нету. То бишь, если какие-то звуки я не могу себе позволить записать, то я их ищу с сайтов. А если какой-то могу записать, то спокойно записываю их у себя дома. По прошлой части ролика вы знаете, что я записывал шипение, звуки этих некромантов, или когда они чиркали у себя узор призыва своего владыки дьявола. Ну и самые простые, например, когда персонаж убивает своего соперника, вот эти вот звуки ножа, звуки шагов, звуки, когда персонажа утаскивают. Ну и так раз за разом. Смотришь сцену, думаешь, какой звук надо тут добавить, ищешь этот звук с сайта, ну или можешь спокойно у себя записывать дома. И так, день за днем. Записываешь все это, сводишь по таймингу и делаешь финальный осмотр, чтобы клиент или заказчик был доволен. Что же, а сегодня это все. Огромное спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам такой формат очень интересен, и вы хотите видеть их все чаще и чаще и чаще. Но если вы хотите быть в курсе всех событий, как все это происходит, как я все это делаю, как я монтирую, как я свожу, как саунд-дизайню, то подписывайтесь на мой телеграм-канал и на наш Бусти, ведь там выкладываю я посты и ролики гораздо раньше, чем на ютубе. Ну и там по большей части эксклюзива побольше. Ну и также не забывайте про наши соцсети: ТикТок, Лайк, Инстаграм, ВК, хотя я там уже по большей части выкладываю редко видеоролики, но там бывает периодически. Если у вас есть какие-то проблемы с ютубом, переходите в наш ВК, мой ВКонтакте страничку и подписывайтесь. Ну и, конечно же, на наши каналы подписывайтесь. На мой основной канал, где мы выкладываем озвучку, ролики, дубляж, саунд-дизайн, бэкстейджи за кадром. Ну и на наш второй канал, где мы выпускаем обзоры техники и просто ролики, которые я выкладываю чисто для души. Например, разборы мультфильмов, фильмов и те или иные события, которые происходят в индустрии кино, видеоигр, ну и само по себе из жизни. А с вас, как обычно, царский лайк, подписка на наш канал и нажать на колокольчик вам нужно, чтобы вы не пропускали тот или иной видеоролик. Делитесь этим видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии под этим видеороликом. Всем пока и до скорых встреч. И помни, совсем скоро выйдет бэкстейдж совместно с Декардо и Брожек Топ, как мы записывали главных героев, капитана и солдата Блюэсон. Ну а на этом точно все. Ролик подошел к концу. И помните, делайте, что любите, любите, что делаете.